Всем привет! Как же заставить себя начать работать в фигме? Для начала откроем сайт и зарегистрируемся. Да, я согласен. Создать аккаунт. Теперь нужно подтвердить e-mail или онлайн зайти, или подтвердить через почтовое приложение. Чем я занимаюсь, выберем дизайн, несколько категорий. Теперь предложение купить бесплатно или платно пользоваться. Есть и ценовое предложение при оплате в год. Обычно Figma в месяц 15 евро и 12 евро в год, если за каждый месяц. То есть 144 евро плюс там налог будет. Берем бесплатно. Проект мы стандартную Figma возьмем. Продолжить. Открывается Figma с базового обучения. Мы можем выйти файлом. Вот пару уроков по джему и по стандартным. Я хочу создать свой собственный документ и уже начать в нем работать. Вот эта клавиша синяя, дизайн файл. Нажимаем. Открывается документ. В Figma я рекомендую все подписывать сразу. Так, как же здесь начать рисовать? Сперва надо создать рабочую область. Вот она здесь находится. Это фрейм. Вызывается клавишей F или вот нажатием на курсор. Перед тем, как я что-то нажму и создам фрейм, у меня есть шаблоны под разные типы. Хочу сделать приложение. Хочу сделать заставку на экран, например, вот разрешение. Презентация для часов, дизайн для полиграфии, но я не рекомендую Figma использовать для полиграфии пока что. Для социальных сетей, например, пост для Инстаграма, вот у меня уже есть заготовка. И разные прочие вещи. Мне, допустим, нужно для Инстаграма социальные медиа. После Инстаграма, окей. Вот готовый фрейм. И в принципе уже можно дальше начинать рисовать, делать сетку, если она нужна, начинать размещать фрагменты и надписи. Первое, что я рекомендую перед тем, как начать работать, нажать или на вот эту плашечку и написать, что, ну, допустим, название моего Инстаграма. И вообще рекомендую все подписывать. Или можно здесь было нажать пару раз и назвать слои. Потому что если не подписывать слои и не делать вот эти мелкие надписи сразу, то вы просто запутаетесь и вам будет сложно работать. Вот запускайте Figma и начинайте в ней работать. Всем пока.